Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я буду готовить потрясающе нежное, невероятно вкусное и очень полезное варенье из белой черешни. А польза варенья из белой черешни на организм заключается в том, что даже в проваренном виде черешня влияет на иммунитет, так как черешня содержит необходимые нашему организму витамины и минералы, обладает антиоксидантными действиями, снижает риск развития сахарного диабета и нормализует уровень холестерина в крови. То есть, наслаждаясь вареньем из белой черешни, можно совместить полезное с приятным. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! А пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления варенья из белой черешни, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления варенья из белой черешни мне понадобится белая черешня, сахарный песок, ванильный сахар, лимонная кислота и питьевая вода. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, черешню кладу в холодную воду примерно на час. Затем несколько раз меняю воду, при этом каждый раз перекладывая черешню из одной посуды в другую, очень бережно мою ее. По ходу отрываю плодоножки от черешни, затем откидываю черешню в дуршлаг, после кладу на хлопковую салфетку, чтобы вода стекла. Перед тем, как приступить к удалению косточек, приготовлю сироп. В сотейник с толстым дном наливаю питьевую воду, туда же насыпаю сахар. Но, честно говоря, я немножечко отвлеклась и весь сахар положила сразу, а надо было положить 1/4 или хотя бы 1/3 часть сахара. Поэтому сиропа особо не получится, но ситуация не плачевная, так как мой опыт помог мне спасти ситуацию. Теперь приступаем к этапу, который отнимает некоторое время, но если вы хотите получить красивое и вкусное варенье из черешни, этот этап приготовления варенья неизбежен. Для этого надо вооружиться специальным кухонным инструментом, ну или гаджетом. У меня сегодня два таких прибора. Один у меня еще давно, а второй я купила недавно. Мне показалось, что насадка нового прибора более аккуратно выдавит косточку из черешни, так как я всегда замечала, что при выдавливании косточки из черешни насадка старого гаджета частично прихватывает мякоть от черешни. Но сегодня еще раз убедилась в том, что не все золото, что блестит. Найти и аккуратно удалить косточку из черешни с тонкой насадкой не проблематично. При удалении косточки из черешни с новым гаджетом ягоды заметно травмировались, что неположительно отразилось бы в состоянии черешни при варке, то есть такие ягоды вряд ли останутся целыми после варки. Я, конечно, очень люблю новшества, но с новым гаджетом пока не в ладах. Я очень быстро поняла, что с новым прибором я потеряю кучу времени, да и ягоды помнутся. Поэтому пока отказываюсь от использования нового прибора. Новый гаджет очень симпатичный и цветовая гамма достаточно удачная, но его насадка слишком тонкая для того, чтобы уверенно схватиться за косточку и выдавить ее из черешни. Так что, когда будете приобретать прибор для удаления косточки из черешни, обратите внимание на его насадку. Это немаловажный момент. Ну что, идем дальше. Продолжаю удалять косточки из черешни старым прибором. По ходу хочу поделиться информацией о соотношении продуктов варенья из белой черешни. Для варенья я сегодня выделила 800 кг белой черешни. После того, как я удалила косточки из черешни и оторвала плодоножки, чистого веса ягод осталось примерно 1,5 килограмма, а точнее 400 кг с копейками.
На указанное количество черешни я положила 200 кг сахарного песка. Другими словами, на 1 кг ягод я кладу примерно 850 грамм сахара. Так как мы не любим слишком сладкое и приторное варенье, количество сахара в моем варенье среднее. Вы же ориентируйтесь на свой вкус. На указанное количество продуктов воду я кладу 170-180 мл. В советские времена люди очень любили дарить друг другу книги по сфере их интересов. Так как я еще с детства любила готовить и особенно печь, мне несколько раз дарили книги о кулинарии. Так вот, согласно классическому рецепту варенья из белой черешни, в том числе рецептов из этих книг, соотношение продуктов должно быть на 1 кг черешни, 1 кг сахара и 1 стакан воды. А также на указанное количество продуктов надо положить на кончики ножа ванилин и лимонную кислоту. Только вот режим варки в этих книгах разные. С годами я немного модифицировала те рецепты варенья из белой черешни, и получилось то, с чем я с вами сегодня делюсь. Вот у 1/3 черешни косточки уже выдавлены. Это примерно полкило. Я насыпаю это в сироп, добавляю немного лимонной кислоты и укрываю черешню сахаром. Лимонная кислота помогает проявить и сохранить цвет варенья, придает ему сбалансированный вкус, а также играет роль натурального консерванта. Но в погоне за идеальным цветом нельзя переборщить с лимонной кислотой, ведь избыточное количество лимонной кислоты придаст варенью из белой черешни неприятный терпкий вкус. Так, сотейник остается на очень тихом огне, а я продолжаю дальше освобождать ягоды от косточек. Вот так в 3-4 этапа очищенные от косточек ягоды кладу в сироп. Сверху засыпаю сахаром, чтобы черешня в контакте с воздухом не почернела. А дальше, как на конвейере, пока черешня в горячем сотейнике в контакте с сахаром пускает сок, я удаляю косточки от остатков черешни. По ходу возвращаюсь к теме о соотношении продуктов варенья из белой черешни. Про сахар я уже говорила, и так как при варке черешня сама тоже запускает сок, воду для указанного количества продуктов я кладу примерно в 2 раза меньше, чем в тех старых рецептах. И в конце видео вы увидите, что сока в моем варенье получится намеренно. Вся черешня очищена от косточек. Я насыпаю последнюю партию очищенной черешни в сироп, сверху насыпаю остаток лимонной кислоты, прибавляю огня и периодически помешивая, довожу варенье до кипения. Мешать надо как можно осторожно, чтобы ягоды не помялись. А вот пошли первые пузырьки, и я включаю таймер на 20 минут. Варю на огне чуть ниже среднего, ровно 20 минут, не больше. Прошли 20 минут, выключаю плиту, и не просто выключаю плиту, а полностью убираю сотейник с вареньем с плиты, даю ему остыть. За это время стерилизовала банки и крышки. Я стерилизовала банки самым проверенным, на мой взгляд, методом. Вы же можете сделать это любым удобным для вас способом. Крышки прокипятила примерно 5 минут. Посуда готова. Теперь еще раз ставлю сотейник с вареньем из белой черешни на плиту. Как только пошли первые пузырьки, ставлю таймер на 10 минут. Насыпаю ванильный сахар в варенье и варю не больше 10 минут.
Еще в горячем виде собираю варенье из белой черешни по банкам. Надеюсь, технические возможности моей камеры позволяют передать цвет варенья без искажения, а цвет у моего варенья идеально янтарный, как и должно быть. Я кладу сваренные ягоды до половины банок, а затем доверху доливаю соком варенья. Все, банки с вареньем укомплектованы. Закрываю банки, переворачиваю их и убираю их под теплый плед на 24 часа. Можно даже оставить на 1,5-2 дня. Банки с вареньем должны остыть медленно. Из указанного количества продуктов у меня вышло 5 штук 330-граммовых банок варенья на зиму, и примерно столько же варенья я оставила в вазе сейчас поесть. Но если честно, то варенье в банках сможет достичь идеального вкуса примерно через 2 недели. Сок варенья пока жидковатый, а к утру он чуть-чуть загустеет. Через день достаю варенье и вуаля! Потрясающе нежное, вкусное, очень полезное варенье из белой черешни готово. Я убираю банки с вареньем на балкон. Нет необходимости убирать их в холодильник. Если вы поэтапно все сделали правильно, то ваше варенье прекрасно сохранится как на балконе, так и при комнатной температуре. И не 1 год. Варенье из белой черешни, закатанное таким методом, можно хранить при комнатной температуре годами. Проблема в другом. Содержимое банок очень быстро исчезает, ведь это так вкусно. Попробуйте приготовить варенье из белой черешни без консервантов и прочих добавок для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Варенье из белой черешни украсит ваше семейное чаепитие после трудового дня. Вы также можете смело подавать его на праздничный стол, ведь это весьма достойный десерт к чаю после праздничного застолья. Всем приятного аппетита и счастливых поводов для застолья! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом, опытом и всеми тонкостями приготовления варенья из белой черешни на зиму. Готовите ли вы варенье из белой черешни и какие еще рецепты закаток на зиму интересны для вас? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!